Привет, песеры, с вами Морж. Как вы знаете, в четверг у нас обновилась игра, добавили товарищеские матчи, а также изменили управление в защите. Давайте же разберемся, что нам принесло обновление 1.1.4. Чтобы перейти на этот сайт, вы можете в игре класснуть по бигборду, так назовем это. И если вы перешли, прочитали, попытались в этом разобраться, то получите 30 тысяч опыта на халяву. Но честно, те писюльки, которые нам фигачит Konami, сейчас вы поймете почему, я уже так глазами пробежался по этому тексту, тут надо гораздо больше платить за то, что ты это все прочитал. Ладно, после перехода на новый игровой движок в июне мы получили много отзывов об игровом процессе на мобильных устройствах. Да, мне кажется, Konami, вы знаете, и мы, главное, знаем, какого рода эти отзывы были. Мы их учли и внесли множество изменений в управление игрой. Также в ходе этого обновления мы добавили режим товарищеских матчей, чтобы дать вам возможность поиграть вместе с друзьями. Спасибо большое. А теперь рассмотрим это обновление подробнее. Значит так, что у нас исправили и доработали на iOS и на Android? Проанализировав ваши отзывы, процентное соотношение голов пользователей и статистику защиты, команда разработчиков пришла к выводу, что в игре следует улучшить определенные аспекты защиты. Да ладно. Поэтому мы доработали игровой процесс, внедрив следующие исправления и дополнения. Новые элементы управления в защите на стандартном типе управления, то есть на кнопках. Чтобы улучшить игру в обороне, мы решили добавить стандартный тип управления в защите. Он будет использоваться как тип управления в защите по умолчанию. То есть, изначально, если у вас стоят кнопки, этот тип защиты будет использоваться сразу. И у всех, кто использует стандартный тип управления, в качестве типа управления в защите будет отображаться тип стандартный. Отображаться. Вот, честно, я читаю этот текст, и у меня такое ощущение, что 3-летний ребенок писал. И вот это особо мне понравилось. Обратите внимание, что для типа управления стандартный и типов управления в защите стандартной используется одно и то же название, но это разные вещи. Знаете, мое наблюдение, слово Konami и слово дебилы в принципе разные по буквам, но это одинаковые вещи. Вот у меня такое наблюдение. Нахрена это делать? То есть оставьте тот, который и был стандартный, стандартным. Нет, вы, сука, вводите новый, называете его стандартным, делаете такое же понятие еще. У меня мозг взрывается. В игре в eFootball 2022 команда «Сопровождать» одна из самых важных для защиты. Она позволяет мелкими шажками сближаться с дриблерами соперника, а также блокировать возможные направления ударов и пасов. Ранее команду «Сопровождать» можно было отдать, сдвинув кнопку прессинг влево или вправо, но я думаю, мы все это знаем. Но с учетом ее значимости мы хотели сделать эту команду более интуитивно понятной, поэтому решили выделить для нее отдельную кнопку. Однако пользователям, которые предпочитают старые элементы управления защитой, не о чем беспокоиться. Исходный тип управления в защите теперь носит название стиль прессинга. То есть вот бывший стандартный мы переименуем в стиль прессинга, придумаем новый, который будет называться стандартный. Господи. Ой, блин, когда этот офис сгорит к херам, а? Чтобы сменить тип управления в защите, выполните описанные ниже действия. В общем, если ты хочешь защищаться как и раньше, то в настройках вам нужно выставить тип управления в защите, который будет называться стиль прессинга. Тогда у тебя будут кнопки как и раньше. Если ты хочешь пользоваться новыми кнопками, где будет отдельная кнопка для команды «Сопровождать», то стоит поставить стандартный. На типе управления стандартный. Тут слишком мало слова «стандартный» в этом тексте. Чтобы вернуться к исходному типу управления в защите, выберите, я вам уже рассказал, дополнительно параметры игры, настройки игры, и выставить стиль прессинга. Вот так вот будут у нас кнопки типа на новом управлении, вот так вот будут выглядеть кнопки типа на старом управлении, которому мы придумали новое название. Нахрена непонятно. Так, тип управления коснуться и провести пальцем. Сука, даже звучит убого, называйте это управление свайпами, это нормально, это адекватно. Ранее при типе управления коснуться и провести пальцем для выполнения команды рывок с сопровождением в защите нужно было удерживать палец справа на экране. Однако, поскольку ваш игрок будет приближаться к сопернику мелкими шажками в определенных ситуациях, например, когда ему необходимо быстро вернуться в свою штрафную, управление становится не таким интуитивно понятным. Честно, ребята, у вас вообще управление не то, что не интуитивно непонятное, оно охренеть какое непонятное, даже не интуитивно. Чтобы решить эту проблему, мы внесли изменения в элементы управления. Теперь вы можете выполнять рывок во время защиты. Для этого достаточно далеко сдвинуть палец слева на экране. Ниже описано, как отрегулировать диапазон сдвигов, когда обычное перемещение переходит в рывок. То есть, по сути, дернуть по левой части экрана, свайпнуть, и тогда произойдет рывок. Обратите внимание, что эта команда доступна только при защите. При атаке можно заставить своего игрока выполнять ускорение с дриблингом, удерживая палец справа на экране.
Чтобы отрегулировать диапазон сдвигов, когда обычное перемещение переходит в рывок. Ну, то есть в настройках там у нас есть вариант узкая диапазон перемещения, средний и широкий. В чем здесь прикол? Это, по сути, диапазон плавания твоего джойстика. Я выставляю себе широкий, то есть тут каждый решит под себя. Если ты хочешь совсем немножечко двигать пальцем, чтобы происходил рывок, ставишь узкий. Если средний, то средний. Я достаточно сильно двигаю пальцем, когда произвожу рывки, поэтому широкий. Также, что нам еще добавили? Откорректирован баланс в защите. Помимо вышеупомянутых изменений в элементах управления, мы также сделали множество доработок, чтобы выровнять баланс между атакой и защитой. В частности, мы улучшили скорость отбора мяча при прессинге, расстановку партнеров по команде в обороне и поведение игроков при призыве к прессингу. Честно вам скажу, по вот этому пункту поиграл я, матчей 10, наверное, я уже поиграл после четверга, и я особо этого не почувствовал. Ну, то есть, Konami опять пизданули, а на деле, я, по крайней мере, это не особо почувствовал. Улучшение отклика. Мы улучшили реакцию игроков на перемещение. В частности, снижена инерция, когда игроки пытаются остановиться или изменить направление движения во время рывка. Возможно, немножечко улучшили. Опять же, у меня, по крайней мере, ощущения такие же, как и были. Корректировка параметра, диапазон перемещения и дополнительные сведения. По диапазону перемещения я вам уже сказал. То есть, да, вы выставляете просто как вам удобнее, насколько сильно вы двигаете пальцами и подбираете тот, который удобнее для вас. У меня стоит широкий, мне удобно много двигать пальцами. По товаркам. По многочисленным просьбам наших уважаемых пользователей в игру добавлен режим товарищеских матчей, в котором вы можете помериться силами со своими друзьями. Для этого создайте игровую комнату. Я думаю, с этим тоже никаких проблем разобраться. Тут у нас все просто. Дополнительная информация. В ближайшем будущем режим товарищеских матчей также появится в консольной версии. Благодарим вас за терпение и понимание. И дальше у нас... ниже приведен список общих исправлений для устранения ошибок и уменьшения их негативное влияние на плойки, 5-й, 4-й коробках и Steam, и, собственно, Windows. Steam и так в Windows, ладно. Тут огромное количество вроде как исправлений, нас, конечно же, интересует iOS и Android. Изменен баланс между атакой и защитой, скорректированы основные позиции игроков Z и PZ во время защиты. Это защитников и полузащитников, а не правых защитников, как подумает любой нормальный человек. Внесены корректировки, чтобы можно было отобрать мяч за разумное время, применив к сопернику прессинг из соответствующей позиции. Это хорошо. Внесены корректировки, чтобы при применении команды сопровождать игрок больше не поворачивался спиной к дриблеру соперника. Ой, а чё, раньше поворачивался? Ой, что, искусственный интеллект не совсем интеллект, но очень даже искусственный. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли блокировать горизонтальные передачи, даже находясь в позиции, где это можно было сделать. Надеемся, что предотвратить ошибочную активацию призыва к прессингу, диапазон сдвига, который запускает эту команду, увеличен в 1,5 раза. Это, как я понимаю, прессинг 2 игроками. То есть, чтобы ты случайно не прессинговал 2 игроками, когда хочешь прессинговать одним, то нужно потянуть теперь в 1,5 раза длиннее. Вот вопрос, а сколько раньше надо было потянуть? Можно там хотя бы миллиметры написать, что раньше было 4 миллиметра, а сейчас 6, например. Информации крайне мало, и вот это мне дико не нравится в Konami. Конкретики нахрен никакой. Мы что-то там поисправляли, а работает оно или не работает, хрен его знает. Внесены корректировки, чтобы при призыве к прессингу нападающих соперников теперь было сложнее избавиться от отвлекающих их защитников на последней линии защиты. Так, призыв к прессингу нападающим соперника. Теперь было сложнее избавиться от отвлекающих их защитников на последней линии защиты. Ребят, можете в комментариях написать, что это значит. Я не понимаю. Я не понимаю, я не могу. Я всегда вам стараюсь перевести с канаемиевского на человеческий, но я не понимаю, что этим предложением сказано. Внесены корректировки, чтобы партнеры по команде игрока, на которого наведен курсор, лучше сближались с игроком соперника, у которого находится мяч. Допустим. Уменьшена инерция игроков при остановке и смене направления движения, в том числе во время рывка. Считаю, что это правильно, потому что инерция у нас была, с перебором. С другой стороны, опять те же игроки, которые типа Месси, будут играться хуже. Тут они реально очень дичайше тащили именно за счет инерции защитников. Исправлена ошибка, из-за которых игрок во время дриблинга или остановки мяча мог слишком далеко его отпустить. Надеемся. Улучшен отклик на команды касания мяча ногой, когда игрок во время дриблинга меняет направление движения. Тоже опять взагали по загалям, что-то такое, воды такое водянистое предложение, что-то там улучшено. Улучшен отклик на команды по смене направления движения и касания мяча, особенно при дриблинге на низкой скорости. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли надлежащим образом контролировать встречные мячи. Да. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли при остановке мяча пробрасывать его вперед, даже с такой
такой команды не было, а также могли полностью остановиться перед остановкой мяча, даже если перед этим им была дана команда двигаться в определенном направлении. То есть вы представляете, насколько игра забагованная? Я вам же про это и говорил, то есть, ну, процентов 90 игры не работало так, как должно. И еще находились люди... Вот, я недавно песенку в Телеграм скидывал про этих людей, вот, которые хвалили, говорят, блин, новый геймплей такой охренительный, 90% из того, что должно работать, не работает к чертовой матери, они рассказывают, что геймплей охренительный. Исправлена ошибка, из-за которой игрок при остановке мяча мог непреднамеренно сделать рывок или чрезмерно замедлиться. Ну, тут реально бах на баге. Исправлена ошибка, из-за которых ввод команды на финт в момент приема мяча мог привести к тому, что игроку не удавалось его остановить. Мяч, в смысле остановить. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось нанести удар с навеса без подработки. Повышена точность ударов без подработки при сильных пасах. Это хорошо. Исправлена ошибка с типом управления коснуться, провести пальцем, из-за которой при пасе или ударе могла по ошибке активироваться команда ускорения с дриблинга. У меня сил нету. Понимаете? Тут вообще ни хера не работало. Тут вот просто листаешь, гляньте какой список. Исправлены ошибки с типом управления провести пальцем, за которых ввод команды паса после двойного касания левой части экрана мог ошибочно активировать ошеломительный пас. Господи. Исправлена ошибка, из-за которой навык игрока Сомбреро не активировался надлежащим образом. Он вообще нахрен не работал. Ой, я обожаю Konami. Я обожаю этих прекрасных японцев. Исправлена ошибка, из-за которой во время вбрасывания при максимально заполненном индикаторе силы паса мяч мог попасть к сопернику, если адресат находился слишком далеко. А в чем тут ошибка? Ну, типа, если ты плохо бросил, то, естественно, ты можешь попасть в противника. Внесены другие улучшения в части отклика при перемещении. В приложении из-за ошибки могут возникнуть сбой. Это вы исправили, или это вот просто кто-то рандомными фразами начал кидаться. То есть, тут это исправили, это изменили, а в приложении может возникнуть сбой. Просто рандомная фраза, просто, опять же, в воздух. Сообщения о заработанных наградах могли по ошибке отображаться по несколько раз. Так, если задан стандартный тип управления, при розыгрыше мяча с центра, поля кнопки отображаются с задержкой. Ну, кстати, да, это вот на кнопках такое было. Если для параметра тип стика направлений задано значение выкл, настройки диапазона перемещения отражаются неправильно. Если использовать определенные элементы управления, вратаря можно назначить игроком, который участвует в атаке. Ну, если использовать... Это добавили, это убрали, это была ошибка, опять рандомные нахрен фразы. Если использовать определенные типы управления, вратаря можно назначить игроком, который участвует в атаке. Хорошо, ну, типа, да, это утверждение, и я такой, да, хорошо. При определенных условиях... Перебой в работе связи во время матча в сети может привести к появлению черного экрана, прекращению работы игры. Если во время матча в сети мяч выходит из игры, бывает так, что соперник успевает возобновить игру, прежде чем на экране появится меню паузы. Ну, понятно, баг, хорошо исправили. В меню в разделе «Капитаны и игроки в нападении» отображаются неправильные рейтинги игроков. При замене игроков в плане игры на определенных устройствах скорость прокрутки становится слишком высокой после того, как значок игрока из стартового состава накладывается на список резервных игроков. Но это опять вот эти баги на багах. После смены роли игроков в плане игры на экране остается старая тактическая схема, пока не будет обновлен план игры. На некоторых устройствах быстрое перетаскивание игроков, значков игроков стартового состава в плане игры приводит к их исчезновению. Да, это, блядь, лагало, это там вообще все по-конченному. В плане игры замена резервного игрока в стартовом составе приводит к тому, что список резервных игроков снова прокручивался наверх. Есть такое, и у меня до сих пор прокручивается. Вот они заявляют, что они это исправят, но это ни хрена не исправили. У меня до сих пор прокручивается. На некоторых устройствах нельзя переводить запасных игроков в резерв и обратно. Класс! Игра просто высочайшего уровня, понимаете? Идеальный продукт. Иногда курсор не переходит автоматически с одного игрока на другого, хотя для параметра смена курсора установлено значение авто. Да, автопереключение, говно, надеюсь, поправили. Во время празднования голов некоторые части тела игроков могут неестественно погружаться в землю. После забитого гола в автоматическом повторе в ярких моментах может быть записан гол на противоположной половине поля. Это как? В смысле, я понял, ты забиваешь ворота противнику, а у тебя на повторе как будто вы поменялись воротами. Ну супер. Не удается воспроизводить комментарии в матче даже после загрузки данных комментариев. Да, даже комментаторы нахрен не работали. После подбора соперников через меню неправильно отображается значение параметра длительность контракта игрока.
Ну, не знаю. Ладно. После продления контракта с истекшим сроком действия пункты меню «Тренировка для повышения уровня» и «Прогресс игрока» временно недоступны. То есть ты продлевал контракт, и ты все равно не мог качать игрока. После блокировки или разблокировки игрока с типом карточки трендовой, текст меню в списке игроков в разделе «Моя команда» не обновляется надлежащим образом. При просмотре карточек игроков не отображается мерцание, если у пользователя есть игрока с различным дизайном карточек. Период достижения премиум целей на некоторых языках ошибочно назван календарь соревнований. Вот это, наверное, самая большая ошибка. Звуковые эффекты на некоторых меню не активируются, не работает нахрен. На определенных экранах концовки предложений на некоторых языках отображаются неправильно. Перевод говно. Если коснуться экрана во время обучающего видео в разделе в правом нижнем углу отсутствует кнопка «Пропустить». При попытке связать Konami ID с учетной записью, уже связанной с другим Konami ID, отображается неверное предупреждение. Блин, у вас даже предупреждения запороты. Ох, господи. Во время загрузки движущегося логотипа и титульного экрана воспроизводятся звуковые эффекты, даже если в меню звук для всех параметров установлены минимальные значения. Так, ну, глобальное улучшение. Упрощен пользовательский интерфейс прогресса игрока. В каждом режиме и в матчах внесены различные незначительные изменения, направленные на улучшение общего игрового процесса. Опять вода водой, незначительные изменения, которые улучшат игровой процесс. Вот такое вот у нас обновление стало в четверг. Естественно, ваше мнение по поводу него почитаю в комментариях. Но, как по мне, хлопці, це пизда. Хлопці, це просто пизда. Вот посмотрите, какое количество ошибок у нас было в игре. И это, я уверен, далеко не все. Это типа то, что они исправили. Еще и не факт, что исправили. Ну, то, что по защите станет вроде как играть получше, будем надеяться. По управлению я сказал. Надеюсь, все-таки Konami будет заниматься игрой. Но вот то, что мной прочитано, это жопа. Это полная жопа. Ладно, на этом буду прощаться. Видео и так получилось достаточно длинное. Слава богу, хоть что-то делают. Надеюсь, это будет реально нам в пользу. Как всегда, морж, ребят. Как всегда, пока-пока.